Добрый вечер всем. Я приехал из Кривого Рога и расскажу, что я сделал с дитячим садочком. Значит, с чего бы начать? Начну с того, что здесь собрались очень много всяких разных людей, и нас могут разделять многие вещи, но одна вещь нас точно объединяет: все мы когда-то ходили в школу. И, как ни странно, я тоже ходил в школу. Но меня интересует другое. Кому из вас нравилось учиться в школе? Угу. А кому не нравилось ходить в школу? Нас меньшинство. Мне сильно не нравилось ходить в школу. Когда я пошел в первый класс, 1 сентября, я очень сильно плакал. Я проплакал практически весь первый класс. Но к концу где-то уже успокоился. Хотя я к концу первого класса успокоился, но вот такое легкое чувство депрессии, неудовлетворенности осталось на протяжении всего обучения. Почему так произошло? Дело в том, что я сразу понял некоторые вещи, которые меня вот угнетали и сильно мне не нравилось. Во-первых, я понял, что в школе есть учитель, и учитель — это машина, которая передает знания. Что мне потом делать с этим знанием, я не знал. У меня не было такого крутого учителя, как пан Пшеничка, да, и я не знал, вот что делать, там, не знаю, с инфузориями Туфелькой, с датой Куликовской битвы, с тангенсами, катангенсами, и меня это угнетало. Во-вторых, я понял, что школа — это система жесткая, бескомпромиссная, и апогеем этой системы является классный журнал. В конце семестра учитель, независимо от первого пункта, передал он знания или нет, у него была такая вот колоночка, и ему там нужно было поставить оценки. Еще то, что мне очень сильно не нравилось в школе, это то, что учителя, хотя они тоже люди, но они очень тщательно скрывали это почему-то. Я не знал почему. У них могла быть мигрень, у учительницы мог быть голодный муж дома или непослушные дети, но она выглядела всегда вот так вот. И я же пришел в школу учиться, поэтому я тоже выглядел вот так вот. Но внутри были разные процессы, было скучно, и поэтому как-то мне было неуютно. Но однажды мне в руки попала газета. Нет, не эта газета, а вот эта газета. Я ее не рискнул привезти, потому что я ее, вот видите, с 96-го года храню, и она просто вот взорвала меня. Когда я прочитал интервью, это интервью с Владимиром Спиваковским. Киевляне, может, знают, это основатель лицея Грант, очень интересный человек. Когда я прочитал это, я просто офигел. Вот это да! И для меня это был просто настоящий шок. О чем там шла речь? Вот маленькая цитата. Владимир Спиваковский. Жизнь не состоит из тангенсов, вакуумов, пестиков, тычинок. Люди хотят быть умными, красивыми, здоровыми, счастливыми, наконец. Мы учим детей решениям, чувствам, навыкам. Мы учим их быть счастливыми. И для меня это был просто как глоток свежего воздуха. Я сказал, я хочу учиться в этом лицее. Но я жил и живу, собственно говоря, сейчас в провинции, в Кривом Роге, и у нас таких крутых лицеев нету. Поэтому я тогда в 9 классе принял решение, нужно мне самому создать школу. И когда я закончил лицей, в котором я учился, вопроса, куда поступать, не было. Я пошел в Криворожский государственный педагогический университет. У меня было 2 задачи. Первая задача — это подорвать систему изнутри. Или вторая задача была создать свою собственную систему. Но я не справился ни той, ни с другой задачей. Но когда я закончил университет, я понимал, что нужно что-то делать. И у меня было тоже, опять же, 2 альтернативы. Или валить из города, или что-то начинать делать. Кривой Рог — это самый длинный город в Европе, 120 километров, но это еще и город с огромными социальными проблемами. И очень много людей, кстати, я тут с парнем познакомился на Теде, он из Кривого Рога, и он увалил из города. Мы остались, но мы понимали, что жить в этом городе нельзя, нужно что-то менять. Кривой Рог — это шахтерский город, много наркоманов, много подростковой преступности, алкоголизма, то есть очень-очень много всяких вот таких вот неприятных вещей. И мы тогда подумали, нужно что-то делать. И то, что мы придумали, нужно идти в школу, потому что в школе начинаются вот эти вот все страшные пороки. Но в школах же есть учителя.
Вот, поэтому мы пошли тогда, когда учителей не было. Мы пошли в субботу. Вот, и мы начали заниматься с подростками простыми вещами, что мы могли сами. Это первое. То, что нравилось подросткам, это второе. И третье, то, что не противоречило законодательству Украины. То есть мы играли с ними там в баскетбол, танцевали брейк-данс, играли на гитаре, занимались театром, английским. То, что мы сами могли, это была небольшая группа студентов-единомышленников, мы с ними делали. И потом мы начали развиваться, и у нас снова был выбор. Или нам вот нужно как-то сворачивать деятельность, или нам нужно развиваться. И мы начали скромно с поиска какого-то офиса, какого-то вот уголка, потому что все было на квартирах, все было на свои деньги. И вот тогда мы нашли детский садик. Он стоял заброшенный, двухэтажное здание, и мы увидели, сказали, круто. Но мы подумали, это не для нас. И мы начали узнавать, сколько он стоит. Потому что он как бы подходил нам по всем параметрам. Ну, конечно, он был разрушенный, но мы понимали, что целое здание мы точно не купим. И мы узнали, что он стоит $20 000. И для нас это были просто сумасшедшие деньги, но мы были не дураки и понимали, что в принципе это шаровая цена. И мы понимали, что если мы сейчас упустим, второго такого шанса может не быть. И у нас таких денег не было, и, к сожалению, сейчас нету, и тогда не было, но мы купили это здание. Вот. И сейчас... Сейчас это ежедневно работающий молодежно-подростковый центр Shelter Plus, где мы учим детей быть счастливыми. Как мы это делаем? Маленькая видеозарисовка сейчас вы увидите, и там будут просто те направления деятельности, которые мы делаем. Песня, которую вы слышите, она может не самая веселая, но она отображает то послание, которое мы хотим поделиться. Що не шукає свого, некорислива і чиста. Коли брат не йтиме на брата, коли ми навчимося прощати, я бачу той день, я вже бачу той день. Я бачу день, коли більше не буде сенсу брехати, коли правду пізнають усі, і вона засяє, як сонце, коли влада служитиме людям, коли діти страждати не будуть. Я бачу той день, я вже бачу той день. Я бачу той день, я бачу той день, я бачу той день, я вже бачу той день, я бачу той день, бачу не у вісні, він в серці моєму і так добре мені. Той день душі мої таку бурю підняв, я готовий на все, щоб скоріше настав. Коли в душі моєму переможе любов, той день, коли в душі моєму переможе любов. Я бачу день, коли небо до нас стане ближче, коли ми зрозуміємо, що є насправді важливим, коли людяність буде в пошані, коли злодіям буде погано. Я бачу той день, я вже бачу той день, я бачу той день, я бачу той день, я бачу той день, я вже бачу той день, я бачу той день, бачу не у вісні, він в серці моєму і так добре мені. Той день душі мої таку бурю підняв, я готовий на все, щоб скоріше настав. Той день, коли в місті моєму переможе любов. Той день, коли в місті моєму переможе любов. Вот это
Собственно, то, чем мы занимаемся, а почему мы этим занимаемся, еще очень коротко. Итак, мы учим детей быть счастливыми. И есть очень простые вещи, как мы это делаем. Первое, мы учим быть счастливыми через личное. Это то, что, мне кажется, потерялось где-то в современном образовании, когда учитель просто машина. И для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, просто я это так вот очень грубо и примитивно, но на примере двух систем обучения. Я еще раз повторю, это очень грубо, но тем не менее, чтобы было понятно, о чем идет речь. Первая модель, условно я назвал ее греческая. Она выглядит так. Есть учитель, который передает знания, передает ученику. И, как видите, между учителем и учеником не обязательно может быть контакт. То есть личное взаимоотношение строить не обязательно. Вот видите, аж даже экран задрожал, потому что вот такая вот система. Но есть еще одна система, она выглядит немножко по-другому, хотя на первый взгляд может быть похоже выглядит. Следующая, еврейская модель. И она выглядит вот так. Когда это все очень взаимосвязано, взаимоотношения, это то, на чем строится то, чему мы учим. И для того, чтобы еврейская модель была до конца точной, есть еще один важный элемент, который, к сожалению, после постсоветского пространства, он выпал у нас. И когда мы пытаемся научить какой-то морали или этике, говорим о каких-то принципах жизни, например, почему плохо украсть у товарища карандаш? Ну вот как объяснить, если нету какого-то морального абсолюта? Для нас, у нас нет ответа, поэтому мы понимаем, что есть Бог, который должен быть обязательно в процессе обучения. Еще одна важная вещь, как мы учим быть счастливыми, это личный пример. Расскажу одну коротенькую историю. Однажды нас пригласили на областной семинар по вопросам профилактики негативных явлений среди подростков, молодежи. То есть как не пить, не курить. И вот там собрались разные педагоги, социальные работники. И все правильно, красиво рассказывали. Вот не нужно делать это. Мы вот такими вот занимаемся способами профилактики, мы такими. Но потом это был двухдневный семинар. Во время обеденного перерыва была прекрасная солнечная погода. И все вышли на улицу. И около 70% участников семинара, они достали сигареты и закурили. Для меня это был настоящий шок. Нет, я, конечно, знал, что люди курят, и даже учителя курят. Но те люди, которые вот 5 минут назад рассказывали, как это плохо, как это ужасно, вот сейчас, и когда я вышел на улицу, то видел, я начал орать: вы что делаете? Меня смотрели с таким недоуменным взглядом. Это моя личная жизнь, сказала мне одна женщина, я что хочу, то и делаю. Но на самом деле, это не работает. И, к сожалению, когда наших детей учат люди, которые глубоко несчастные в личной жизни, полны пороков, это не может, кто-то скажет, она ж не учит их порокам, она учит их математике. Но на самом деле все это передается очень сильно. Поэтому у нас есть два принципа. Мы говорим так, как живем, и живем так, говорим. Это вот часть нашей команды на одном из летних тимбилдингов. Это молодые люди, студенты, они не ангелы. У них нету крыльев, но мы стараемся быть честными и искренними. И показывать жизненный пример. Если мы о чем-то говорим, то я так и живу, если мы говорим об этом. Еще одна простая вещь – качественное мероприятие. Я на этом останавливаться не буду. То есть, если мы что-то делаем, урок, тренинг, концерт, какой-то еще, мы стараемся, чтобы это было, насколько это в наших силах, качественно. Пойдем дальше. Бросать вызов. Это то, чего мне не хватало в школе, и почему мне в школе было скучно. Потому что никто не бросал мне вызова. И когда мы купили здание, это был вызов нам самим. И для нас это было сложно. Мы купили, система отопления была полностью разрушена, у нас была холодная зима, но мы как бы сделали это, прошли, и вот уже 5 лет мы живем и существуем. Очень короткая история, как это выглядит на практике. Например, молодой человек, Кирилл, ему было 17 лет, когда он пришел на шелтер, он студент. Учился он в ПТУ. И потом он после ПТУ пошел техником, электриком горного оборудования на шахту. То есть Криворог — шахтерский город, и у нас в основном все идут на шахту работать. И на шахту идти работать неплохо, но плохо, если у тебя есть какое-то призвание, а идти туда, куда идут все. Вот это плохо. Поэтому мы бросаем вызов. Мы общались с Кириллом, и мы не говорили «уходи из шахты», но мы говорили «ищи себя и свое призвание». И сегодня Кириллу уже 23 года, и он успешный дизайнер
по криворожским меркам делает разный дизайн. Еще одна очень короткая история, чем-то может быть похоже. Тоже молодой человек, Владимир, ему 23 года, он поучаствовал в одном из проектов шелтера PhotoQuest. Это большое соревнование по цифровой фотографии. Вот где-то месяц назад около 80 команд со всего города участвуют в этой забаве. И вот он был студентом, инженером, электромехаником. И он принял участие в PhotoQuest. И сегодня он не занимается тем, чем раньше занимался. Быть инженером-электромехаником неплохо. Плохо, если ты фотограф, и ты занимаешься вот непонятно чем. Поэтому мы стараемся бросать вызов и говорить: делайте то, что вы должны делать. Еще одна, последняя вещь. Работать в команде. Это то, что тоже, к сожалению, во всяком случае, когда я учился, выпало из системы образования. Не разговаривайте, самостоятельно работаем, смотри в тетрадь, не списывай. Ну, то есть вот эти вот все штампы, да, которые мы помним со школы, они на самом деле воспитывают единоличников, воспитывают людей, которые не способны работать. Но независимость — это крутая вещь, но взаимозависимость намного круче. Поэтому мы стараемся учить взаимодействовать, быть не независимыми, хотя нужно этого достигнуть, но быть взаимозависимыми. И это одна из важнейших ценностей. Если кто-то спросит: а как у вас вот получилось, или что делать, если мы тоже хотим что-то делать, меняя наш город, то первое и практически единственное, что я могу сказать: мы где-то состоялись, да, если можно так сказать, потому что мы были в команде. То есть я не один был, и то, что я сейчас рассказываю, были еще люди, которые думали так же, как я, и вместе. Только благодаря тому, что мы смогли работать вместе, и уже на протяжении с некоторыми людьми мы уже около 10 лет вместе работаем, что-то делая, пытаясь изменить наш город, мы работаем в команде. И это одна из ключевых ценностей в нашей жизни и в шелтере. Поэтому очень-очень коротко еще раз, все, что мы делаем, мы учим быть счастливыми через личные взаимоотношения, через жизненный пример, через качественные мероприятия, бросая вызов, работая в команде, и все это молодежно-подростковый центр «Учим быть счастливыми». Вы знаете, я очень хочу, чтобы вы, кто является педагогом, учили детей не просто там, когда была Куликовская битва или инфузория туфелька, как выглядит, а учили быть счастливыми. Если вы родители или вы будете родителями, учите детей ваших быть счастливыми, потому что быть счастливым важнее, чем знать валентность магния. Спасибо.